Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать элегантный нежный топ очень легким ажурным узором. Как видите, у него лицевая гладь преимущественно вяжется, и ажурная кокеточка у нас спереди и сзади одинаково вяжется. Вот такими простыми ромбиками. Но не менее элегантными и красивыми, в общем-то, чем какой-то там навороченный эффектный узор. Я считаю, что данный топик может элегантно смотреться и на девушке, и на женщине средних лет, и вполне подойдет даже более старшему возрасту, да, по более старшему поколению. Вяжется довольно просто, легко. Девочки начинающие могут вполне связать себе такой топ. У него очень простой крой, очень простая выкройка. И, в общем-то, технология вязания тоже очень будет простая. В сегодняшнем мастер-классе я освещу все важные моменты вязания этого топа. Мы свяжем узор, определим плотность. Я рекомендую вам, девочки, пряжу конкретную. Подобрала такую интересную пряжу, в общем-то, с цветными вкраплениями. Твидовый такой вариант от нежно-розового цвета. Ну, давайте по порядочку. Сейчас я вам покажу эту пряжу. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Далее мы пойдем по порядку с вами, посмотрим выкройку, схему, да, свяжем образец узора, определим плотность вязания. И далее я вам расскажу про всякие там конструктивные особенности данной модели, как ее вязать, расскажу, как петли посчитать, сколько петель выделить на вырез горловины. Ну, что такое вертикальная плотность, тоже обязательно поясню. И почему нельзя ее игнорировать, девочки. Дело в том, что после стирки любое трикотажное изделие вытягивается, да? Вот для этого и придумали применять вертикальную плотность, чтобы длина наша, которую мы запланировали, именно такой и получилась, без всяких там каких-то неприятных моментов. Не стала более длинной, чем мы хотели бы, да? Итак, приступаем к выбору пряжи. Для вязания этого топа я выбрала пряжу Alize Cotton Gold Tweed. Видите, да, здесь такие цветные интересные вкрапления. Они незначительно, так как бы небольшое их количество. Ну, довольно с изюминкой это все дело выглядит, девочки. Вот так у нас выглядит вязаное полотно. Посмотрите внимательно. Довольно интересный такой дизайн получается. В общем-то, мило и очень как бы изящно и легко смотрится данный узор, именно связан в данной пряже, да? Значит, ну, пряжа это, собственно, похожа на Alize Cotton Gold. И состав у нее 57% хлопок, 40 акрил процентов, 3 полиэстер. Ну, это вот, наверное, вот эти вкрапления цветные. Приближаю вам вот так, смотрите, как это интересно смотрится. Знаете, да, интересно довольно-таки. И на пряже тоже. Приятно так, приятно. С фантазией, скажем так. Теперь по метражу. Смотрите, в 100 грамм 330 метров. Это турецкая пряжа, очень хорошего качества. Будем мы вязать из спицы, я использую 3,5, девочки. И вот здесь у меня связано несколько раппортов. Очень простой узор, прям как раз для начинающих.
В данном топе будет использоваться лицевая гладь и ажурная кокетка, связанная вот этими маленькими ромбиками ажурными. Итак, давайте сейчас с вами посмотрим схему этого простого узора. И далее по порядку я расскажу, как нам организовать вязание. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. 6 петель ширина раппорта, 8 рядов высота раппорта. На схеме показаны у нас только лицевые ряды, изнаночные вяжем изнаночными петельками. Условное обозначение хотела бы вам, девочки, подробно рассказать. Смотрите, горизонтальная черточка — это лицевая петля, подковка — это накид. Вот такая стрелочка вниз — это 2 вместе лицевой с наклоном влево, и вот такая галочка вверх с циферкой 2 — это 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Стрелочка вверх — 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Вот такие условные обозначения. Делайте скрин экрана, чтобы сохранить у себя схему. Теперь про выкройку. Смотрите, вот такая у нас будет с вами выкройка. Очень простой вариант я вам предлагаю. Здесь вот у меня в общих чертах я сделала ширину, да, то есть у нас здесь рассматривается размер 44, 42, 44, 46, 48, 50. И делайте дальше, по моим объяснениям, любой другой размер можно сюда включить. Сейчас я вам покажу таблицу размеров. Если кому сложно сориентироваться по размерному ряду, да, я сейчас вам покажу, мерочки свои снимите и определитесь, какой вам делать ширину спинки и переда. А как посчитать петельки на вашу мерку, я вам очень подробно в сегодняшнем мастер-классе освещаю. Смотрите внимательно до конца вот этого мастер-класса. Там все есть подробно. Таблица размеров женской одежды в Европе. Посмотрите, значит, здесь вот идет европейский размер, но он вам, в принципе, в данной модели не нужен, но может быть в дальнейшем пригодится. По описаниям из иностранных журналов его может применить. И как он соответствует размеру российскому. Смотрите, ну, обычно начинает с 42-44 размера, да, и вот здесь все мерочки есть. 56, 58 размер, 60 размер. Посмотрите, девочки, я опускаю вам. Значит, 62, 64. То есть все вот эти мерочки здесь у вас есть. И обхват груди, и обхват талии, и обхват бедер, длина рукавчика. Ну, в нашем случае у нас топ. Ну, а так на будущее, возможно, вам пригодится. Так, сделайте тоже скрин, сохраняйте, кому нужно, в общем-то, рассматривайте. И давайте начнем с вами вязать образец. Схемочка у нас выглядит очень просто. Такая скромная схемочка, всего 8 рядов и 6 петель в ширину. Я, девочки, для образца набрала 33 петли. Вот, и у меня получается здесь, в общем-то, 2 петли для симметрии я добавляю крайне правых, вот как по схеме, да, и здесь 5 петелечек у меня идут слева. То есть я буду начинать раппорты с этих 2 дополнительных петель, затем вязать раппорты сколько мне нужно и заканчивать 5 петлями, как вот здесь на схеме. Первый ряд вяжем. 2 петли перед раппортом, лицевая, накид. Далее вяжем раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид. Первый раппорт связали. Повторяем точно такой же раппорт далее. Опять 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид. Второй раппорт связали. Вяжем третий раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид. Еще один раппорт связали. Продолжаем вязать. 2 вместе лицевой с наклоном влево,
лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид. И остается у нас с вами 5 петель, значит, за раппортом. То есть вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, связали эти 5 петель за раппортом и кромочную вяжем изнаночной. Первый ряд мы связали. Все четные ряды, которые у нас будут являться изнаночными рядами, мы будем провязывать изнаночными петельками, в том числе и накиды. У нас с вами третий ряд. Вяжем 2 лицевые перед раппортом мы вяжем. Далее вяжем 6 петель раппорта. Начинаем раппорт, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого я 1-2 петельки меняю местами. Вторая у меня поверх первой накидывается и вяжу все 3 вместе лицевой. Накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Связали раппорт узора. Далее такие же раппорты повторяем. Я думаю, что я не буду показывать эти повторы, я покажу, как вязать 5 последних петель. Итак, все раппорты полностью связаны и остались 5 петель за раппортом. Вяжем накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли и 2 лицевые. Кромочную вяжем изнаночной. 4-й ряд, все петли изнаночные. 5-й ряд. 2 петли перед раппортом вяжем. Начинаем. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее у нас идет раппорт узора. Вяжем накид, лицевая, накид, затем 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали раппорт узора. Далее мы повторяем такие же раппорты и с вами встречаемся в конце ряда, когда надо будет провязать 5 последних петель за раппортом. Остались 5 петель за раппортом у нас. И мы вяжем накид, лицевая, накид. Затем у нас идут 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Кромочная, изнаночная вяжем. Связали. Далее 6-й ряд вяжем все петли изнаночные. 7-й вяжем ряд. 2 вместе. Итак, у нас сейчас идут 2 петли, которые перед раппортом вяжутся. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Начинаем вязать раппорт узора. 3 лицевые. 1, 2, 3. Далее вяжем накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Меняю 1-2 петельки местами. 2 поверх 1, 3 вместе провязываем. Накид. Связали раппорт узора. Такой же раппорт повторяем. 3 лицевые. Накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид и так далее. Продолжаем вязать раппорты. И остались у нас 5 петель за раппортом, которые мы вяжем следующим образом. 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кромочно вяжем изнаночной. Все. 8-й ряд у нас будет вязаться все петли изнаночные. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца и измерить плотность. Итак, горячим паром даем наш образец и тянем его в разные стороны. Полотно вязаное, растягиваем его энергично. Обращаем внимание на то, что необходимо, чтобы наши кромочные петли тоже были разглажены, потому что они будут участвовать у нас с вами в наших расчетах.
так все у нас хорошо расправлено. Оставляем в таком состоянии сохнуть. Так, девочки, измеряем ширину образца. 17,5 сантиметров у меня вот получилось. И давайте посчитаем. 33 петли у нас участвовало в нашем вязании. Поделить на 17,5 сантиметров. Получаем плотность 1,88. Я думаю, что это будет 1,9. Мы округляем. И давайте запишем, что в 1 сантиметре 1,9 петель у нас участвует плотность по горизонтали. Вторая плотность — это плотность по вертикали. Измеряется она вот таким образом. Измеряем высоту 15 сантиметров. И у нас здесь сколько рядов? Сейчас посчитаем. Считаем устно. 4 умножить на 8, 32 ряда. Да? 32 ряда поделим на 15 сантиметров. Получаем плотность 2,1. Запишем. В 1 сантиметре 2,1 ряда умещается. Вот такие цифры будем использовать сейчас в расчете. Вот такую выкройку я предлагаю, девочки, использовать. Простейший вариант, как видите, да. То есть у нас здесь с вами идет перед спинкой одинаковые, абсолютно. Отличается лишь глубиной вырез горловины. И вырез горловины можно вообще, в принципе, и не делать, а сделать вырез лодочкой. Но все-таки небольшой какой-то будет у нас глубина небольшая, я думаю. Давайте попробуем. По спинке давайте не будем вообще делать, как бы здесь прямая линия, да. А здесь сделаем 3,5 по переду. И давайте определим ширину нашего спинки переда. Ну, если брать 42-44 начинать, то это приблизительно 46 сантиметров идет. У нас она не свободный крой, как вы видели, да. Давайте 46 умножим на плотность 1,9, получим 87 петель. Давайте посмотрим, сколько в 87 петлях участвует раппортов. Давайте поделим 87 на 6. Это число петель в раппорте. Получаем 14 раппортов. Да? Ну, далее идем. Там, скорее всего, будет не 14, девочки, а 13. Давайте 13 умножим на 6. Получим 78 петель. Добавим с вами 5 петель для симметрии крайне левые, плюс 2 петли для симметрии крайне правые, плюс 2 петли кромочные. Получим наши 87 петель. То есть, если схематично это все изобразить, то это будет вот так выглядеть. 13 раппортов у нас с вами идет целых. Я их рисую всегда вот так схематично. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Да? 13 раппортов по 6 петель. Как в первом классе. Ну ничего, зато будет доступно, особенно для начинающих. Далее, девочки, 2 петли у нас идут как по схеме. Помните, да, по схеме. 2 петли идут у нас перед раппортами. И 5 петель за раппортами идут. Вот. То есть 13 раппортов целых по центру идут. 2 петли у нас как на схеме в первые идут. И 5 петель как на схеме последние идут. Да? И, конечно же, не забываем 1 кромочная справа, 1 кромочная слева. И в сумме это все составляет 87 петель. 87 петель это на 42-46 размер. То есть я пишу 87 петель. И вот такое расположение узоров. Начинается у нас все это дело вязаться лицевой гладью. Тут небольшая планочка предусмотрена. Платочной вязкой, либо изнаночной гладью. Как вам захочется. 2-3 рядочка, можно 4 сделать планочку. Переходим на лицевую гладь. И на уровне проймы переходим на наш ажурный узор по схеме вязать. Кокетка вяжется.
Вот. И располагаем эту кокетку именно вот таким образом наши узоры, наш раппорт. Так, что дальше я хотела сказать? Для других размеров, смотрите, здесь очень легко вот так сориентироваться. Следующий размер 46, да? Мы к нашим уже известным 87 петелькам добавим еще один раппорт 6 петель. Будет 93 петли. И если мы их поделим с вами на нашу плотность 1,9, то получим 49 сантиметров. 49 сантиметров у нас будет ширина на 46 размер. 49 сантиметров. И это 93 петли, девочки. 93 петли. Дальше размер идет 48, да? Также к 93 петелькам добавляем еще один раппорт, еще 6 петель. Получаем 99 петель. Делим на 1,9 плотность. Это будет 52 сантиметра. И я думаю, что 52 сантиметра вполне можно сказать на 48-50 размер. Вот. То есть берем 52 сантиметра и берем, значит, количество петель 93 плюс 6 это 99 петель. Располагаем узор точно так же, только у нас увеличивается в центре количество раппортов. Начинали с 13, потом на 46 размер делаем 14 раппортов, на 48-50 размер делаем 15 раппортов. И, в общем, таким вот образом вы можете рассчитать, девочки, любой размер. Я вам просто рассказала, как это сделать. Теперь еще такой момент в расчетах. Вырез горловины. Как посчитать? Смотрите, стоит у нас ширина выреза 12 сантиметров. То есть это половинчатый размер. Мы берем 24 сантиметра вырез горловины. Умножаем его на плотность 1,9. И в петлях это будет выражено как 45 петель. 45 петель я записываю. Вы можете оставить вот такой широкий довольно вырез, да, 45 петель. Его можно на маленький размер сделать поменьше. То есть его можно сделать 41 петлю, там, да, то есть на ваше усмотрение. На большой размер увеличить, но суть от этого не меняется, 45 петель. Теперь как сформировать вот такой вот закругленный край, ну скажем так, у выреза закруглить, да? Обычно берется среднее количество петель какое-то, да, вот у нас 45 петель. Давайте оставим для закругления по 10 петель справа, по 10 петель слева. И все, что у нас с вами будет по центру, мы закрываем одним махом. То есть если 45 петель, отнимаем 20 петель на закругление, оставляем 25 петель. Да? То есть мы с вами в первом ряду формирования выреза горловины закрываем средние 25 петель. И далее в каждом втором ряду будем закрывать для закругления. Нам надо по 10 петель справа и слева. Но то, что будем вязать отдельно одну часть, а потом вторую часть, это понятно, да? То есть здесь у нас уже разъединяется вязание. Вначале свяжем одно плечо, потом второе, да? И тут же будем закруглять вырез. Вот. И 10 петель легко как распределить. Предположим, первый раз мы закрываем 3 петли. Во втором, через ряд, то есть в каждом втором ряду, да, следующее закрытие у нас будет, предположим, 2 раза по 2 петли, да, то есть здесь одна петля один раз, потом 2 раза по 2 петли, это уже у нас с вами 3 и 4, это 7 петель уже закрыли, да, и, в принципе, можно даже тут вот так вот, 3 по 2 петли, 3 раза по 2 петли, да, и все, что осталось, тоже закрываем. Смотрите, 3 петли закрыли, затем 3 раза по 2 петли, это уже 6 петель, и осталась 1 петля. В следующем втором ряду закрываем всего оставшуюся 1 петлю. И то, что остается, это петли плеча. Их тоже закрываем. Давайте посчитаем, сколько на плечи остается. Для этого на примере первого размера, вот 87 у нас было петелек, отнять в 45 вырез горловины,
42 петли у нас на плечи. 42 поделить на 2. На каждое плечо 21 петля, девочки. На каждое плечо осталось 21 петля. Понятно, да? Так, что теперь хотела бы я сказать про вертикальную плотность. Длину вы, конечно, ставите любую. Ну, предположим, 55, не длинный будет топ, 55 сантиметров, да, длина берется всего. Ну, из 55 отнимаем пройму 18 сантиметров, 55 отнять 18. 37 петель. Вот здесь у нас будет с вами от начала вязания 37 петель, сказала, 37 сантиметров будет у нас до проймы вязаться лицевой гладью. И эти с вами сантиметры мы обязаны перевести в ряды. То есть 37 сантиметров. Воспользуемся нашей вертикальной плотностью. Мы ее с вами посчитали. У нас с вами в одном сантиметре 2,1 ряда. Так вот, сейчас мы эти сантиметры по вертикали умножим на плотность вертикальную. Получим ряды. 37 умножить на 2,1. Получим 78 рядов. Всегда берется четное количество. То есть 78 рядов вяжем, девочки, с учетом планочки, да. Можете планочку не делать, но тогда будет закругляться ваша лицевая гладь, нехорошо будет, да. То есть можно специально предусмотреть набор, который не будет закругляться. Бывают такие всевозможные трюки, да. Сейчас придумали очень много всяких наборных возможностей. Вот, то есть здесь уже вы как бы на свое усмотрение. Ну, очень распространено сделать, допустим, 2-3 ряда резиночкой 1 на 1, либо платочную вязку, как я уже говорила, либо изнаночную гладь, несколько рядочков, а затем лицевая гладь. И, в общем, все это должно в сумме составить 78 рядов. Это если у вас высота 55 сантиметров. Любую высоту берите под свой рост, под свое желание. Кто-то хочет удлиненный топ, кто-то хочет укороченный топ. Здесь уже ваше желание, да, учитывается. И, в общем-то, после того, как вы свяжете лицевую гладь, переходите на ажурную кокетку. Ее можно делать по спинке и по переду. Можно сделать только наперед, вот ее этим узором связать. В общем, здесь тоже на ваше усмотрение. Суть, я думаю, вы уловили. Здесь довольно очень простая схема. Никаких сложностей не вызывает и выкройка. Да, все по прямой вяжем. И как сформировать вырез горловины, самый сложный, я бы так сказала, элемент в этом вязании, я вам тоже вкратце объяснила. Так, мои хорошие, это был экспресс-мастер-класс, то есть все для того, чтобы связать самостоятельно, у вас есть. Всякие там декоративные отделочки на ваше усмотрение, да. То есть обвязать вырез горловины, обвязать пройму рукавчика, как хотите, можете, любым способом для вас приемлемым. Вот. Ну а самую суть, самые моменты важные и основные по вязанию этого изделия я вам сейчас рассказала, осветила. Я желаю вам удачи, до новых встреч!